Пернатые со столовыми приборами вместо рта – не редкость. У некоторых птиц это настоящие ножи или даже копья. Например, мы уже рассказывали про колпицу, но у нее всего лишь салатные щипцы на месте ротового отверстия. А вот у нашего сегодняшнего гостя целая огромная поварешка. Встречайте пеликана. Род пеликанус известен науке с древнейших времен. Его предки уже скользили над мелководьями не менее 30 миллионов лет назад. Эти птицы относятся к отряду пеликанообразных, вместе с бакланами, олушами и цаплями. Когда-то их даже считали близкими родственниками альбатросов, ведь пеликаны тоже мореплаватели, обитающие вдоль побережий, на озерах и лагунах всех континентов, кроме Антарктиды. Распространены пеликаны довольно хаотично, предпочитая селиться в умеренном и тропическом поясах. Жизнь пеликана неразрывно связана с водой. Здесь пеликан купается, отдыхает и питается. Делать все вышеперечисленное наш неоднозначный птиц может как в пресных водоемах, так и на морских побережьях. Выглядит наш герой весьма непоэтично. Птица весьма грузная, в среднем набирает массу от 7 до 14 кг, длина тела до 1,80 м, клюва до 47 см. Среди собратьев по отряду пеликаны самые крупные, однако сам внешний вид пеликана просто неповторим. Маленькая голова, огромное тело и не уступающий габаритам тушки клюв с кожаной складкой. И главная особенность – эластичный горловой мешок, растягивающаяся перепонка под нижней челюстью, соединенная с нижней частью клюва. В этот мешок помещается до 13 литров воды, и он служит сразу и сачком, и холодильником, и кормушкой для птенцов. У основания клюва расположена жесткая чувствительная пластинка, с помощью которой птица ощупывает воду, словно рыболов своей сетью. Несмотря на крупные размеры, пеликаны великолепно летают. Они могут подниматься на высоту до 3 километров и преодолевать сотни километров без остановки. Белые пеликаны совершают настоящие континентальные миграции от Венгрии, дельты Дуная до озера Чад и Судана. Всего таких уникумов 8 видов, и все виды пеликанов, которые обитают в пределах умеренных широт, являются перелетными птицами. Пеликаны – обитатели морских мелководий, неглубоких пресных и соленых озер, устьев крупных рек. Ходят они неуклюже, но хорошо летают и плавают, могут подолгу парить. С воды поднимаются после разбега. В полете из-за длинного тяжелого клюва держат шею буквой «С», как цапли или марабу. Про марабу, кстати, у нас тоже есть видео. Пеликаны предпочитают обитать в составе многочисленных стай, в которых не чувствуется строгой иерархии. Придерживаясь такой дружной сплоченной группы, пеликаны надежно защищены от посягательств различных хищников. Что до гастрономических пристрастий, то в меню птички по большей части входит рыба. Зачастую пеликаны сбиваются в огромные стаи для того, чтобы вспугивать добычу и успешно ее подсекать. Если же еды нет совсем, не брезгуют перекусить и птенцами других видов, например, утятами. Ловят рыбу они тоже коллективно, выстраиваясь полукругом и загоняя добычу к мелководью. Там они синхронно опускают головы, словно машинисты одной большой машины. Поймав рыбу, пеликан через клюв отцеживает воду из горлового мешка и проглатывает добычу. В день он съедает более килограмма рыбы. Известны случаи, когда пеликаны съедали других птиц и мелких животных, крыс и мышей, если им удавалось поймать их на берегу. Отдельная история с голубями. Раньше за пеликанами не наблюдалась странная привычка охотиться на голубей. Но сейчас наши друзья, похоже, поняли, что голубей очень много, и они очень даже жирненькие. Логично, что за многими популяциями замечена тенденция охоты пеликанов за голубями. Несмотря на всеобщее заблуждение, пеликаны не хранят еду про запас в своей кожаной поварешке. Со своей жертвой птица расправляется мгновенно. Этот 13-литровый сачок используется лишь на период гнездования, чтобы приносить живую добычу прямиком в клюве к своим деточкам. Ну и о любви. В сезон размножения пеликаны образуют огромные стаи, до 40 тысяч особей. Их оперение и клюв становятся яркими, указывая на готовность к любовным утехам. Спаривание предваряет продолжительное ухаживание. А как же самцы задабривают самку? Например, если ткачики вьют шикарные гнезда, райские птицы танцуют, то пеликан завоевывает сердце избранницы терпением. За самочкой обычно следует от 3 до 8 самцов. Все это время они красуются перед дамой, показывая, какие же они классные. Иногда даже выполняют цирковые номера,
Причем буквально. Самец берет палку, подбрасывает ее вверх и ловит. Но мудрую пеликаншу не провести. Она знает, что выбирать нужно не самого красивого, а самого верного. Когда из толпы кавалеров остается лишь один самый терпеливый, самка ведет избранника к месту гнездования, где они вместе обустраивают свой будущий домик у моря. После акта любви самка выкладывает 3 голубоватых яйца. Оба родителя высиживают кладку по очереди на протяжении 35 дней. И, к сожалению, из 3 птенцов зачастую выживает только один. Самый крупный детеныш не только отбирает пищу у братьев и сестер, но и вовсе убивает их. На крыло ребятня становится в возрасте 2 месяцев. Средний зафиксированный возраст продолжительности жизни в неволе у пеликанов 30 лет. На воле он, конечно же, значительно меньше из-за опасности мироздания. На удивление, образ пеликана ярко отразился в религиозной культуре, особенно в христианстве. Раннехристианские и средневековые мыслители действительно сравнивали эту птицу с Христом, так как считалось, что в голодные времена мать пеликана разрывает себе грудь, чтобы накормить потомство кровью и плотью. Великие умы предполагают, что средневековые богословы приняли брачное розовое оперение на груди за следы крови от самопожертвования. На деле же можно с уверенностью сказать, что мазохизмом пеликаны не страдают. В геральдике они обозначают милосердие, родительскую заботу, духовную жертву. В Египте изображение пеликана встречается еще на стенах гробниц фараонов. В античных мифах пеликан – спутник моря и штормов, птица – надежды для моряков. И несмотря на то, что пеликаны не вымирают, их популяции крайне вредит человеческое вмешательство. Дело не только в уничтожении их мест обитания, но и загрязнении вод нефтепродуктами. В отличие от других водоплавающих птиц, перья пеликана сильно мокнут, потому, попадая в загрязненные воды, отмыться от нефти птице практически невозможно. А какую из птиц вы бы назвали самой заботливой? Вряд ли кукушку, о которой у нас есть видео на нашем втором канале «Планета Земля». Пишите свое мнение в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов «Планета Земля» и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!